теперь буду их укладывать в порядочке. На удивление хорошо все приклеилось. Вот эти ниточки как раз хуже, но это легко поправить. Ну, теперь буду думать, как все это пришивать. Это интересная задача. Ну, наверное, хотя я и не люблю всякие фатины и тюли, но здесь без этого не обойдешься. У меня есть такой прям совсем тончайший кусочек от какого-то газового шейного платочка старого. Очень прозрачный. Может быть, я и то не сплошь, наверное, а как-то кусочками закрою. Думаю, так. Причем я думаю, что закрою маленьким кусочком в одном месте. Вот здесь вот только плоховато схватилось. А здесь прекрасно приклеилась, и здесь я обойдусь без всего. Вот так. Теперь эти же веточки тонкие из шнуров по ним прохожусь белыми нитками. Чтобы добавить такой текстуры и чтобы выровнять по цвету. Шаг узкий, зигзага 1,5. Немножко поздно сообразила, надо было их пораньше делать. Но ничего, потом поверх пройдусь еще темными нитками. Сейчас вот все эти загогулины, которые получились из-за клея, распрямлю, где возможно. И прострочу еще раз темной мононитью черной, чтобы они все побольше свисали вниз. Но это я сделаю попозже, а пока вот не хочу, чтобы у меня отваливались полуприклеенные вот эти нити. Сейчас я бесцветной, светлой мононитью пройдусь по ним. Почему мононитью? Потому что если я пройдусь белой, это будет довольно грубо. А так я хочу, чтобы это было каким-то намеком. Узкий зигзаг, совсем узкий, единичка. Слегка натягиваю вот здесь пальцем по возможности, чтобы линия была более прямая. Ну вот сейчас со всеми остальными точно так же все проделаю. Причем совершенно не обязательно, чтобы они были строго горизонтально. Это рельеф местности, поэтому здесь могут быть какие угодно направления. Сейчас специально сделаю немножко косое.
далеко за нитками ходить не надо. Вырываю их прямо отсюда, и они отлично вписываются в ландшафт, украшают его. Вот у меня есть коробка специально со всякими грубыми нитками, веревками, обрезками от мешковины, прочей требухой. И вот сейчас я тут что-нибудь еще накопаю. Очень люблю копаться в таких вот фактурах и нашивать их. Поздно сообразила про эти ветки, поэтому сейчас уже не буду тут с клеем разводиться. Пока вот так начерно прихвачу, а потом поверх прошью еще ветки черные, темные, темно-серые. Очень важно направление. Ну, как-то это интуитивно все. Вот так или так, как веревка ложится. И не так, и не так. Вот, может быть, так. И, кстати говоря, не так уж неправильно я и поступила. Наоборот, правильно. Сначала тонкие ветви на заднем плане они получились, сделала. Потом будут ветви потолще, и потом снова добавлю темные. И получится как бы более объемная картина. Еще вот люблю очень такие вещи. Вот они у нас тоже будут разнообразить ландшафт. Даже вот это, наверное, лучше. Причем вот это все я не буду приклеивать. Сейчас буду пытаться ювелирно все это вышивать тонким-тонким зигзагом каждую отдельную ниточку. Это у нас будет сухая прошлогодняя трава. Опять же, на интуитивном уровне. Вот отсюда перенесла сюда. Не могу объяснить почему, но тут лучше. И вот сейчас вот пойдет совсем работа ювелирная. Мне это очень нравится. Так что, кому нравится, могу посоветовать такой вид вышивки. Совсем уже нюансы пошли, которые имеют, кстати говоря, очень большое значение. Они очень обогащают и текстуру, и рельеф, и имеют большое декоративное значение. Вот идет линия рельефа, значит, вот я добавляю сюда кусочек и сюда, и получается уже цельная такая линия, естественная, природная. Тут уже нужен стол, чтобы булавки не разлетелись, и чтобы работа лежала ровно. Тут они уже у меня летят. Так, ну буду прихватывать пока начерно. Зигзаг сделаю, наверное, на двоечку, чтобы пошире прихватить. Вот в таких случаях очень помогает вот такая, это закладка металлическая для книг, но, в принципе, любая плоская палочка. И кольцо у машины, у лапки должно быть закрытое в этом случае, потому что открытое будет вот цеплять все эти махрушки. Кстати, почему еще не хочу пользоваться клеем, хотя он, конечно, облегчает намного, потому что в процессе вышивки можно подправлять неприклеенную бахрому, она делается более живописной. Так, ну вот пока все начерно, чтобы просто держалось, потом уже буду как следует.
Мононить прозрачная, белая. Ну, не белая, бесцветная. Вот, ну и таким же сейчас макаром все вот это доделаю. И также бесцветной мононитью буду сейчас тоже очень осторожно пришивать ветви. Еще хочу сказать, когда прихватываем совсем вот мельчайшую труху, то зигзаг побольше делаем, не меньше двойки. Он сразу хорошо схватывает разные концы. Вот, и весь этот так называемый мусор пристрочился хорошо. Вот, поближе покажу. И мононить совершенно не видно то, что мне и надо. Вот здесь я тоже прихватывала, сейчас, чтобы вам видно было. Вот здесь я прихватывала тоже двоечкой, а потом по ниткам уже, наверное, буду идти единичкой или на 1,5, вот так вот вертикально. Но это потом, сейчас нужны ветки. Тоже двойка пока. Чуть-чуть перекручиваю, потому что очень распушилась веревка. Вот я начерно пришила мононитью ветви берез. Видите, они кое-где махрятся, кое-где отходят. Сейчас я кое-где это буду подправлять ножницами, срезать, кое-где специально зауживать. И буду шить уже нитками в цвет. Может быть, кое-где добавлю серенького. Может быть, точно в цвет. Но уже будет такая более узким зигзагом отделка. Но пока у меня вставлена мононить, я закончу вот эту траву. Сейчас уже буду идти узким зигзагом, единичкой по каждой травинке. Раздвигая ее, подправляя по ходу. Вот почему, повторяю, стараюсь не склеивать, когда есть такая возможность заранее. Так, продолжаем. Там, где трава уж совсем мелкая, ну, можно пройтись поперек. Теперь я буду пришивать нитками светлого молочного цвета, почти белыми. Ну, стараюсь в цвет этой бечевки. Буду пришивать свободным зигзагом, ну, где-то шаг 1,5. Я исхожу из толщины ветвей при выборе шага. И делаю как бы их уже просто хорошо вышитыми, пришитыми. Вот здесь место прикрепления к стволу вышиваю немножко, чтобы сделать плавный переход. И иду, если вы помните, кто смотрел мой мастер-класс по свободному зигзагу, сейчас иду вертикальным зигзагом, обязательно следую направлению ветви, поворачиваю вместе с ходом ветви. Чтобы действительно зигзаг был в данном случае лучше вертикальный, потому что если я пойду горизонтальным вот так, это будут просто такие черточки, и пришито будет плохо. Ну вот, с ветками закончила, с травой тоже. В общем-то, осталось и то, наверное, не очень сильно сделать верхние ветви темные, совсем тоненькие прутики. И дальше уже обрамление, оформление.